Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Это видео очень насыщенное, много интересного, полный процесс создания данных ноготков от маникюра до моделирования на верхние формы. И также давно задумала опробовать пленки. В этом видео как раз все нюансы моего первого знакомства с ними. Ну и напоследок сравним два способа градиента: пленки и кистью. И начну с пилочек. Больше месяца назад мне на пробу прислали основы со сменными файлами. Я протестила их на все 100% и теперь могу смело поделиться своим мнением. У меня две основы: стальная толщиной 0,8 мм, для которой подходят все виды очистки, дезинфекции и стерилизации, и алюминиевая черная, облегченная, такая прям невесомая в сравнении с остальной и такая же твердая. Но очистку ее можно проводить только в менее щелочном растворе при pH до 10. То есть, например, в Estila Des это будет 1% раствор, и время увеличено согласно инструкции. Обработку проводить с помощью дезинфекции и химической стерилизации. Черная алюминиевая основа мне понравилась больше за счет своей легкости и стильности. Ни черная, ни стальная основа не бликуют от ламп, то есть ничего не слепит во время работы, что тоже большой плюс. Обе основы тонкие и твердые. Я попробовала погнуть их и не знаю, какие усилия неадекватные нужно приложить, чтобы их погнуть. Сменные файлы я использую на вспененной основе абразивностью 120, 150, 180 грит для искусственных, так как в основном работаю с искусственными ногтями, моделирование, коррекция, и 240 грит для натуральных. И также тонкие файлы белые 150 и 180 грит. За месяц работы этими пилками ни одну клиентку не поранила, при этом кромки файлов даже не трогала, не опиливала. Очень понравился абразив, который не сыпется, не лысеет от пары движений, стойкий, и в сравнении с одноразовыми пилками работать быстрее и легче. До этого неудачные у меня были пробы основ со сменными файлами, но на этих я теперь остановилась. Также мне очень понравились язычки, вот такие вот выступающие, с помощью которых очень удобно и легко снимать отработанные файлы. И еще очень понравилось, что после снятия не остается следов клея на основе. Заказать можно на Wildberries и Озон, магазин Algebra Beauty, а также у представителей. Все ссылки в описании под видео. Выбор очень большой, разные формы основ, абразивов, файлы, диски и удобная и оперативная доставка. И приступим. Пилкой 180 грит опиливаю свободный край и подготавливаю ногтевую пластину. Слегка прохожусь по ней диагональными движениями, тем самым приподнимаю чешуйки для 100% сцепки натурального ногтя с искусственным материалом. Смахиваю пыль. Пушером аккуратно пододвигаю, приподнимаю кутикулу. И алмазной фрезой пламя с красной насечкой примерно на 30 тысячах оборотов в минуту выпиливаю птериги из-под кутикулы, синуса и левого бокового валика, вместе с этим зашлифовываю его. Так прохожусь на всех ноготках. Затем переключаю аппарат на реверс и повторяю все те же самые движения, но уже в обратную сторону. На себе, конечно, очень неудобно делать маникюр, не хватает третьей руки, и плюс камера находится прям между моими глазами и моими руками. То есть, можно сказать, я делаю вслепую. Обработав таким образом все пальчики, ножницами для кутикулы аккуратно срезаю кутикулу. Тщательно очищаю от пыли и обезжириваю, подлазя во все пазухи. И для наращивания красивых длинных ноготков из прочной архитектуры я буду использовать очень бюджетные формы. В районе 200-300 рублей стоят эти формы. Заказывала я их на Wildberries. Но очень важно заказать именно у того продавца, у которого эти формы жесткие. По крайней мере, я несколько раз заказывала, и мне попадались именно вот такие миндали. Они жесткие. Пробуя заказать такие же точно копер на Алиэкспрессе или у других продавцов, формы приходили мягкие, шире и вообще совершенно другой архитектуры. На конкретно свои ссылку оставляю в описании под видео. Формы подбираю по размеру, и тот край, что у меня возле кутикулы, его немножечко подрезаю ножничками, чтобы он был такой же округлый и повторял форму моей кутикулы. Когда подбираем формы, смотрим, чтобы обязательно в зоне апекса, в зоне стресса было достаточно места для необходимого количества материала, чтобы ногти не получились тонкими, были прочные и хорошо носибельные. Я покажу свой самый любимый, наиболее быстрый способ вот прям неубиваемых ноготков. Наращивать я буду прозрачным полигелем, зачастую я работаю молочным, но так как на ноготках буду делать градиент, и мне и моим клиенткам безумно нравится этот эффект, когда свободный край под ногтями тоже градиентный. В каждую форму пушером помещаю объемную горошину полигеля. Я работаю овальной кистью шириной примерно 6 мм. В стаканчике у меня антисептик из Estila Des. Чтобы кисть не прилипала, смачиваю ее в антисептике. Во всех формах разгладила полигель
Его я не просушиваю, форма у меня пока в стороне. Хорошо обезжиренные ноготки промазываю бескислотным праймером. И затем наношу достаточно жидкую базу, и чтобы это был равномерный тонкий слой, овальной кистью распределяю ее по ноготкам. Просушиваю 30 секунд, чтобы фиксировать форму. И у меня на столе стоит вот такой вот фонарик с выложенным жидким полигелем. Форму устанавливаю на ноготок. Смотрю, что она у меня стала ровно по осям. Смотрю сбоку, что у меня ноготок не взлетал. Слегка могу прижать, и после этого возле кутикулы фиксирую фонариком. Ноготь переворачиваю. По необходимости разравниваю под ногтем. Фонариком я фиксирую буквально 5-7 секунд, под ногтем буквально 3 секунды. Таким образом устанавливаю формы на каждый следующий ноготок, фиксируя у кутикулы и под ногтем. Пока мы не подсушили форму, очень важно посмотреть по осям, никуда у нас не смещен ноготь, ровно ли он стоит, так же, чтобы он не взлетал и не клевал, и после чего уже подсушивать у кутикулы. И после того, как установила и закрепила на всех ноготках, отправляю в лампу и просушиваю минимум 1 минуту. И снимаю, отщелкиваю формы, самый приятный такой момент. Да, и прозрачный полигель, он немного такой мутноватый, как, например, если мы наращивали гелем, он не дает такой прям стеклянный прозрачный свободный край. Но полигель чуть более лучше носится и более стойкий ко всем ударам. Как клиентки мои сказали, неубиваемые ногти получаются. Салфетку обильно смачиваю в обезжиривателе и хорошо тщательно прохожусь возле кутикулы и под ногтем. Очень важно тщательно убрать липкий слой с полигеля, чтобы затем он не забивался во фрезы. Твердосплавной фрезой, достаточно такой миниатюрной, подпиливаю, хоть и небольшая, но ступенька все-таки есть у кутикулы. Аккуратно, деликатно ее подпиливаю. После этого пилочка 180 грит выравниваю ноготки по длине и опиливаю в свободный край по форме. При наращивании и коррекции верхними формами мне очень нравится, что уже есть вот эти вот как бы направляющие. То есть нам нужно опилить только вот эти зазубрины по бокам. Я ноготки еще чуть-чуть заострила. Эти ноготки в готовом виде у меня получается все-таки не до самого конца формы. Буквально пару миллиметров до самого кончика формы мне не хватает, они короче. Вот такие вот ноготки у меня получились. Замечу, под ногтем я вообще ничего не трогала, не пилила. Как вот выгладила кистью, вот такой вот ровный матовый полигель там так и остался. Обожаю длинные ногти и вообще нарощенные именно на эти формы. И длина, и форма, и архитектура, все как нужно. И на пробу заказала себе вот такие вот пленки с синим градиентом. Wildberries или Озон, стоят они где-то 450-800 рублей. Хватает их на пару клиенток, если вы, конечно, в процессе ничего не испортили и все у вас получилось четко и с первого раза. На упаковке очень подробно написана инструкция. В упаковке вот такая специальная линеечка, чтобы измерить ширину ногтя. Покажу поближе сами пленки. Некоторая зернистость имеет место быть. Ну, собственно, от пудры, например, в акриловой технике градиента она тоже есть. Пленки действительно сочные, насыщенные, яркие. Я никогда не завышаю яркость, стараюсь передать натурально и всю красоту цвета. На упаковке все очень удобно, понятно описано, как делать, что делать, и там написано, что нужно ноготки обязательно зашлифовать. Я тщательно прохожусь бафом, обязательно тщательно и хорошо обезжириваю, подлазя во все пазухи. Вот эту бумажную линеечку подгибаю до нуля, вот этот кончик. Меряю ширину моего ногтя, чтобы мне подобрать правильной ширины пленку. Какую-то долю миллиметра мы все же немножечко не доходим до самого края ногтя. Это расстояние нам необходимо для того, чтобы потом хорошо запечатать пленки, и они хорошо носились, ничего не отколупывалось. Следующим шагом с пленок снимаем вот эту вот белую защитную часть. Ее обязательно нужно снять до того, как мы будем подбирать ширину пленки. Потому что пленки на самом деле, когда снимается вот эта вот белая часть, они уже и короче. На это я потратила примерно минут 5, чтобы сделать это все аккуратно, потому что когда начинаешь снимать вот этот вот белый трафарет, снимаются все пленки вместе. И придерживая апельсиновой палочкой, вот так вот аккуратненько, деликатненько все это отклеивала. Поэтому мой совет, если вы решили первый раз попробовать на клиентке эти пленки, то заранее до клиентки снимите вот эту вот белую часть, вот этот трафарет с пленок. Меряю, подбираю подходящий размер пленки, затем аккуратненько подцепляю нужную.
апельсиновую палочку подставляю под эту пленку скошенной стороной самой пленки и снимаю ее. Апельсиновую палочку первый раз я подставила, приклеила сильно далеко. Я это поняла уже чуть позже. Ее нужно приклеивать примерно где-то на сантиметр от кутикулы. Вот от этого краешка пленки у нас должен быть сантиметр до этой палочки. На плоскую эту сторону мы ее перенесли, чуть-чуть подогнули вокруг этой палочки, совсем немножко. И пленка стала такая полукруглая, прям по изгибу, по форме моего ноготка. Приложив к своему ноготку, по форме кутикулы мне немножко она не подошла. Поэтому ножничками вот эти вот уголки я немножко подрезала, скруглила. И теперь прикладываю опять на ноготок. Необходимо возле кутикулы прижать пальчиком. Если это делать на клиентке, это куда более удобно. Мне же не хватало какой-нибудь третьей, восьмой руки, чтобы мне ее и держать, и натягивать, и палец держать. То есть самое главное у кутикулы мы немножко ее прижали, приклеили, затем уже хорошо направили. Очень важно, когда мы ставим пленку, смотрим, чтобы ось нашего ноготка и ось апельсиновой палочки совпадали, чтобы пленку установить ровно. Пригладила по центру и расправляю в стороны. Аккуратно апельсиновой палочкой, сильно не давить, чтобы не испортить пленку. По периметру кутикулы можно расправить. Пару раз я чуть-чуть все-таки отклеивала и натягивала чуть лучше, но сильно не тянем, чтобы пленку не повредить. Я все-таки надеялась, что она у меня ляжет ровнее по боковым валикам. Вроде у меня руки из правильного места, я не рукожоп, но даже у меня, может это всего лишь первый раз, прям такие вот сложности были, чтобы это разгладить. Минут 10 я вот это все разглаживала, приглаживала, и это всего лишь один ноготок. С левого края у меня все же остался вот этот полумиллиметровый какой-то зазор. Это, конечно, можно закрасить, ну а есть ли смысл? Пленки этой не хватило, она короче моего ногтя на 2 миллиметра. Даже с учетом того, что вот лишняя вот эта вот выемка выступающая, даже ее мне не хватило на длину ногтей. А я напомню, что ногти я наращивала не до самого конца формы, у меня оставалось где-то еще 2 миллиметра. Ногтевая пластина у меня в принципе не крупная. То есть это еще не самый длинный вариант ногтей. То есть стандартный размер этих пленок рассчитан только на короткие ноготки. Но в принципе на короткие квадраты градиент вообще можно выполнить за 20-25 минут в акриловой технике и кистью, чем по 10 минут разглаживать каждый ноготок. Пленку я подогнула под свободный край и аккуратно, деликатно, мягкой пилочкой опилила. После чего я обратила внимание, что в правом синусе у меня как-то не очень красиво эта пленка легла. Я немножко подцепила и ножичками попыталась ровно отрезать. Да, на длинных это еще проблематичнее, на коротких это было бы все гораздо проще. Из-за длины здесь сложно очень направить, чтобы все это ровно легло. Плюс градиент в длине сразу видно, если бы она пошла куда-то в сторону. И вот этот светлый центр должен точно идти к кончику ногтя. Но учитывая, что это мой самый первый опыт наклеивания пленок, и если взять коротенькие ноготки, которые и поплоще будут, то с ними немного полегче будет работать. И теперь для хорошей носибельности обязательно правильно запечатать эту пленку. Каучуковой базой Rubber Buzz промазываем от середины ногтя свободный край, хорошенько запечатывая торец, фиксируем 5-10 секунд в лампе, затем этой же базой тоже тонким слоем промазываем весь ноготок, также фиксируем в лампе и только после этого перекрываем топом слегка выравнивающим слоем. Очень важно четко, хорошо и тонко прокрасить по периметру кутикулы и у боковых валиков, и также запечатать торец. Если это не сделать качественно, то пленки в процессе носки могут отколупаться. И да, я еще переживала, что топ не скроет вот эту зернистость, хоть и мельчайшие точечки печати. Но перекрыв топом, картинка ровная, идеальная и гладкая. В инструкции написано, что вот так отклеивать нельзя. Снять пленки можно либо спилить, либо размачивать. Но у меня аккуратненько это все получилось. И теперь покажу свой быстрый способ, стопроцентный, безотказный, носибельного градиента. Все ноготки сразу перекрываем тонким, но плотным слоем насыщенно-голубого гель-лака. Я очень люблю эту торговую марку. Гель-лаки действительно всегда плотные и хорошо и быстро самовыравниваются. На непросушенный этот гель-лак посыпаю прозрачную мелкую акриловую пудру. Чтобы излишки пудры осыпались, стучу по пальчикам и отправляю в лампу, просушивая 1 минуту. После чего с жесткой щеточкой тщательно очищаю от остатков пудры и наношу гель-лаки. Делаю я это круглой кистью шириной 2 мм. Сначала наношу такой светло-голубой, он такой выбеленный, светлее, чем тот, что наносила на подложку.
Каждый цвет наношу сразу на все ноготки. Затем наношу буквально 1,5-2 мм насыщенного синего. И у самых боковых валиков примерно по миллиметру наношу черного гель-лака для большей визуальной глубины цвета. Четкими и легкими вертикальными движениями перемешиваю цвета между собой. Я начинаю сначала с самых светлых цветов и двигаюсь к самым темным. Таким образом я перемешиваю градиент на каждом ноготке, получая идеальный, плавный, ровный градиент. Научиться делать градиенты так же идеально, четко и быстро, как и я, можно на моем онлайн-курсе по градиентам. Подробности в описании под видео или в шапке профиля. И наш завораживающий идеальный градиент готов. Просушиваем его 1 минуту и перекрываем топом. Я это делаю глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. В этом варианте выполнения этого дизайна и его носибельности я уверена на 200%. Топ окончательно хорошо просушиваю, и мой вау-маникюр готов. Надеюсь, это видео вам понравилось и было очень полезным и интересным. Буду рада обратной связи. Пишите в комментариях свое мнение или какие-либо пожелания, кроме того, что вы хотели бы видеть видео гораздо чаще. Буду стараться гораздо чаще, интереснее делать. Обучу не хочется, но хочется, чтобы это было максимально красиво, полезно и действительно информативно. И до новых видео!